Привет, друзья! Я говорил, что мы будем все чаще обращаться к школьной тематике, к школьным задачкам. И вот задачка не самая простая, но для подготовки к экзаменам, ну, за 9 класс это само то. Что дано? Дан прямоугольный треугольник АБЦ, угол С прямой, вписана окружность с центром в точке О. И вот расстояние от этого центра до вершины прямого угла С и до середины гипотенузы равны. Главное условие. М середина гипотенузы, и ОС равно ОМ. И нужно найти величину угла СОМ. То есть угол СОМ нам предстоит найти. Ну что ж, давайте рассуждать как школьник, даже и хороший школьник. В конце будет серьезное домашнее задание для особо одаренных, способных, продвинутых математики. Из них уже пора сборную ветеранов на международную олимпиаду отправлять. Ну ладно. Ну вот что здесь можно находить? Центр лежит на пересечении биссектрисы. Это понятно. Значит, вот этот уголок будет равен 45 градусам, правильно? Ну, это первое, что можно заключить. Ну, а что еще можно заключить? Ну, А и О соединить. А О тоже будет как бы начало биссектрисы. Вот это начало биссектрисы, потому что центр вписанной окружности лежит на пересечении биссектрис. Это понятно. И вот этот угол равен вот этому углу, ну, поставлю две дужки. Все. Ну и что теперь? Такое подозрение, что треугольник АОС и АОМ равны между собой. Ну, с какой стати? У них есть общая сторона раз, вот равные стороны ОС и ОМ, и углы напротив стороны ОС и ОМ равны. Но у нас нет признака равенства треугольников по двум сторонам и углу напротив одной из них. В общем случае там получаются два различных треугольника, поэтому такое утверждение нам не зачтут. А что же делать тогда? Тогда нужно вспомнить, что учительница говорила, что если есть вписанная окружность, то крайне удобно провести радиусы в точке касания. Ну да, давайте проведем. Вот один радиус и второй радиус. Радиусы в точке касания перпендикулярны касательным. Это целая теорема такая есть. Радиус, проведенный в точку касания, перпендикулярен касательной. Вот так и вот так. Прямые уголки иногда удобно ставить по каждую сторону от перпендикуляра. И что образовалось? Ну, аж две пары треугольников, правильно? Вот эта пара розовых треугольников. Что про нее можно сказать? Так они равны между собой, эти треугольнички. Почему? Так равны же радиусы. Вот этот радиус R маленькая, и вот этот радиус R маленькая, верно? Верно. Значит, треугольники равны. Ну, можно, конечно, записать, поскольку придется все записывать. FP и говорить, что, ну, вот первый осознанный шаг, что треугольник CFO равен треугольнику МПО. МПО. И здесь они равны законно. По катету, это радиус, и гипотенузе, гипотенуза равны по условию. По катету и гипотенузе. Все железно объяснили. А что следует из равенства треугольников? Ну, что следует, что следует? Ну, к примеру, следует, что угол 45 градусов. Ладно, ладно. А что еще? А вот следует, что вот этот отрезок, вот этот, равен вот этому. Точно, отсюда следует, что отрезок CF равен отрезку PM. Это катеты двух равных треугольников. Ну, хорошо. А дальше что? А дальше отрезки касательных, проведенных из одной точки к окружности, равны между собой. Впрочем, это следует даже из равенства двух вторых прямоугольных треугольников. То есть мы говорим, что отсюда следует еще АФ равно АП. Ну, не из равенства, конечно, тех треугольников, а просто по ходу решения. АФ равно АП. Отрезки касательных равны. Равны. Кое-что пишем, вот помечаем. Геометрия при оформлении все очень просто. Если записал утверждение, в скобках напиши, откуда оно. Все. Все. Это очень просто, не надо ничего выдумывать. Ну и что теперь отсюда всего? Из всего этого следует. Вот самое главное следует отсюда, что отрезок АС и АМ равны между собой. АС равно АМ, ну, состоят из равных отрезков, правильно? А что отсюда следует? Ведь М середина АБ, то есть АМ половина АБ, то есть АС
катет равен половине гипотенузы. А о чем это говорит? Что он лежит против угла в 30 градусов. Ну вот видите, сколько шагов. Ну, вот отсюда следует, что угол B 30 градусов. Есть целая теорема. Если катет равен половине гипотенузы, то он лежит против угла в 30 градусов. Ну, это теорема обратная той любимой теореме, что катет, лежащий против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы. А это обратная. Можно через там синус, конечно, угла, который получится 1/2, откуда острый угол 30 градусов. А что дальше? Ну, дальше мы уже решили задачку, наверное. Смотрите, сколько будет вот этот уголок, вот этот синенький? 180 минус 45, 135, записывать уже не буду. А сколько вот этот уголок у нас? Да, 45 градусов, 45. А сумма всех углов четырехугольника 360. А какой четырехугольник у нас? Да, вот этот четырехугольник. Сумма всех углов у него 360 градусов. Это известный факт, его не нужно доказывать. Сумма всех углов 360, тогда наш угол альфа найдется очень просто. Альфа будет равен 360 градусов минус 135 минус 45 и минус 30. Ну, здесь легко. 135 и 45 дают сколько? 180, да? 180. Остается 180. 180 минус 30, 150. Все, мы решили нашу задачу. Итак, альфа будет равен 150 градусам. Ответ 150. Получаем свой отличный высший балл за решение этой задачи. И спокойненько бежим хвастаться родителям. Мама, папа, я все решил. Задача была несложная. Теперь, как я и обещал, домашняя задачка. Домашняя задачка будет такая. Это уже для профи. Для профи. Вот, я ее тут изобразил, ну, и школьники могут попытаться ее решить, но она все-таки слегка олимпиадная. Вот дан треугольник не прямоугольный какой-то, А, Б, пусть будет также противчасовой, любят на олимпиадах так всегда писать, и М-серединка, это О, и точка касания К. Оказалось, точки М, О, К лежат на одной прямой. М, О, К на одной прямой. На одной прямой лежат. Вот так случилось в этом треугольнике. Сторона BC 17, нужно найти длину стороны AC. Ну что ж, пытайтесь решить домашку, там многие решают домашние, это большие молодцы, стереометрию решают. Классно, я с вами прощаюсь. До новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков, пока.